Привет, друзья! Сегодня у нас на канале эксперимент, который многие ждали. Мы будем испытывать нашатырный спирт в самой минимальной концентрации, всего 0,2%. Убьет ли он клеща демодекса? Сразу предупреждаю, не повторяйте этого дома. Я не врач, не биолог, я обычный парень с микроскопом, который просто любит исследовать мир. Если у вас есть проблемы с кожей, идите к врачу, а не к бутылке нашатырки. Кто давно со мной, тот помнит. Мы уже проверяли 10, 5, 2, 1 и 0,5% нашатырки. Все эти концентрации убивали клещей на 100%, хоть и с разной скоростью. Но мы же ищем максимально щадящую дозу, которая убивает паразита, но потенциально могла бы быть безопасна для кожи. Сегодня очередь 0,2%. Сможет ли он справиться с нашим клещом? Ставьте свои прогнозы в комментариях, а также пишите, в чем еще искупать демодекса. Лучшие идеи я обязательно возьму на заметку. Сразу скажу, хоть это всего лишь 2%, запах все равно сильнейший. Конечно, не так бьет по голове, как 10%, но аммиак чувствуется очень отчетливо. Как всегда, начинаем с поиска. Наклеиваю скотч на лоб, снимаю под микроскоп и вуаля! У нас сегодня целая партия. 10 живых, бодрых клещей. И знаете, что радует? Все они средние по размеру. Это очень хорошо для частоты эксперимента, потому что именно на средних клещах можно наглядно увидеть воздействие слабой концентрации. Сразу скажу, если 0,2% с трудом берет средних, то на крупных с толстой хитиновой броней он работать точно не будет. На экране у нас главный герой, всего один клещ. Я видео специально ускорил в 13 тысяч раз, чтобы мы наглядно видели, как он ползет по предметному стеклу, видели его движение и вообще интересно наблюдать, когда видео ускорено на медленном объекте. 12 минут он стоял на месте, дергал только лапками. Потом я добавил еще одну каплю, и тут начался экшен. Клещ оживился, пополз по стеклу, проползал рядом с пузырьками, рвал их, пробирался сквозь массу и в итоге застрял. И вот в таком состоянии он простоял живым еще около 6 часов и только потом погиб. И так было со всеми клещами. Одни умерли через 4 часа, другие через 6 часов. Но для нас такой результат уже не считается победой. Если вещество убивает за 6 часов, можно сказать, что клещ выжил. Напомню, на 0,5% время гибели клещей колебалось от 2 минут до 23 минут. По логике, если концентрация в 2 раза меньше, то и время должно увеличиться, допустим, до 40 минут. Но нет. Вместо 40 минут мы получили 6 часов. Это огромный провал по эффективности. Можно сказать, что наша шкала эффективности обрывается на 0,5%. Дальше уже смысла снижать нету. Почему так произошло? Тут несколько факторов. Плотность хитиновой оболочки, случайное попадание вещества прямо в дыхальца и индивидуальная выносливость клещей. Но факт остается фактом. 0,2% работает слишком слабо. Можно официально сказать, что эксперимент с нашатырным спиртом закрыт. Дальше снижать концентрацию смысла нету. 0,5% еще справлялся, но 0,2% это уже провал. И, пожалуйста, друзья, повторю, не нужно наносить нашатырный спирт на кожу. Это опасно. Если у вас есть проблемы с кожей или с демодексом, идите к врачу, а не на кухню разводить химические препараты. Если вам нравятся такие эксперименты, поддержите канал. Подписка и колокольчик реально помогает развитию. Это мотивирует меня искать новые идеи и проводить новые безумные опыты. И пишите в комментариях, в чем еще искупать демодекса. Ваша идея может стать темой следующего видео. Ну, а у нас сегодня все. 0,2% нашатырки оказалась слишком слабой. Эксперимент официально закрыт с нашатыркой. С вами был Виктор, канал Под микроскопом. Всем спасибо за просмотр. Берегите себя и свои нервы. И до новых встреч под микроскопом. Пока-пока.